Друзья, всем огромный привет! Сегодня предлагаю вам поретачить, обработать пейзажик. И мы уже с вами как-то недавно обрабатывали пейзаж, точнее пейзаж с точки зрения зеленого цвета. Мы подобрали такие мягкие зеленые полутона, и получилось достаточно интересно, трендово и современно. И многие почему-то считают, что пейзаж должен быть такой яркий, насыщенный, пылающий, но мне кажется, что это уже вчерашний день, это абсолютно несовременно, да и я считаю, что это все-таки бремя начинающего фотографа, который садится за ретушь фотографии, и ему почему-то кажется, что вот накрутив там насыщенности, сочности, резкости, там синенький посильнее увести в циан, и он получит то, что нужно. Ну, на самом деле не совсем так, потому что если вы даже обратитесь к классике, а точнее к художникам-живописцам, то вы увидите, насколько мягкие и нежные полутона они там используют. И вот сегодня мы с вами обработаем такой же пейзаж, и в нем будут и зеленые, и желтые, и оранжевые оттенки, немного синего. Ну, в общем, вот то, что вы сейчас видите. И такая обработка, она больше всего подходит для пейзажев, снятых где-то в горах, где есть сосны, где есть красивая желтенькая такая травка уже осенняя. Больше подходит к фотографиям, которые сняты буквально прям на рассвете, когда солнышко только-только взошло. И вот в моем случае сквозь туман, который выполняет роль рассеивателя света, покрывает все объекты красивыми лучами рассеянными, что дает нежные красивые цвета. Как всегда, фотография, с которой я буду работать, будет находиться в описании к этому видео. Я кину вам еще несколько пейзажных фотографий из этой локации. Это, кстати, Крым, это горы Демирджи. И вы можете, помимо этого изображения, еще покрутить ползунки и поработать над другими похожими снимками. Ну и, друзья, многие из вас пишут, что там окошко со мной в ролике мешает обрабатывать, закрывает какие-то ползунки. Ну, бывает, к сожалению, такое. Увлечешься и поставишь окошко с изображением куда-нибудь не в то место, либо что-то передвинешь и в итоге закроешь ползунки. И давайте сегодня мы попробуем от этого отказаться. Будет просто мой голос. Ну и все поле будет занято референтным снимком, к которому мы будем стремиться. И тот снимок, который мы будем обрабатывать, это также будет сделано по вашей просьбе. И еще раз напоминаю, если вы не видели предыдущее видео о новых достижениях канала в 30К, то в этом видео я еще раз повторю, у меня есть свой сайт теперь, где вы можете ознакомиться с моим портфолио, с моими фотоальбомами, ну или, как можно сказать, фотозаметками путешественника, ознакомиться с описанием пресетов, посмотреть до-после, посмотреть, как пресеты обрабатывают снимки. Если у вас появится желание поддержать мой канал, вы всегда можете купить любой интересующий вас набор пресетов, который идет с огромными скидками, и таким образом поучаствовать в создании новых видеоуроков. Знакомьтесь с сайтом. Ну, а мы переходим в Lightroom и начинаем обрабатывать наш пейзаж. Друзья, перед нами пейзаж, который мы будем сегодня обрабатывать, и слева изображение, к которому мы будем стремиться, а справа изображение — это RAW файл, на котором пока не наложена ни одна настройка, ни одна обработка. Как вы видите, ползунки у нас все находятся на своих местах дефолтных, поэтому мы приступаем к обработке. Сразу хочу вам сказать, что для того, чтобы не терять зря времени, тот файл, RAW файл в формате DNG, который будет находиться в описании к этому видео, у него уже установлены настройки тоновой кривой, кроме общую мы с вами сегодня покрутим, а цветные каналы мы не будем тратить на это время. На канале уже есть целый плейлист, который рассказывает об особенностях использования тоновой кривой в цветных каналах, и мы тратить времени на этом не будем. Но единственное, что для тех, кто только к нам присоединился, я хочу сказать, что кривая в тоновых каналах используется не только для того, чтобы тонировать фотографию, ну, если вы не знали, да, и можно тонировать фотографию при помощи кривой, но и также для
того, чтобы повысить контраст цветов. Это не насыщенность, это именно контраст, когда цвета на вашем изображении, несмотря даже на пониженную насыщенность, они все равно выглядят более такими плотными, более глубокими, более структурированными, шире динамический диапазон. И эти все возможности дает нам кривая в цветных каналах. Поэтому, кому интересно, сохраняйте у себя плейлист и изучайте действие кривой на изображение. Первым делом, друзья, мы с вами идем в базовые настройки и в профиле выбираем Adobe Paysage. Очень интересный профиль для пейзажа. Практически всегда он работает очень качественно, повышает контраст, делает легкую насыщенность прямо сразу вот на этапе применения этого профиля. Далее, друзья, давайте мы светлые области полностью с вами погасим. Таким образом проявляются светлые участки, в них становится больше информации, а тени мы немного проявим тоже. Это делается в ползунках тени. И сделаем, наверное, порядка где-то, ну вот, пожалуй, 66, наверное, я остановлюсь. Белые мы также с вами прижмем примерно на минус 70. Для того, чтобы точно попадать в значения, которые я говорю, удерживайте кнопочку Shift, двигайте ползунком, и вы увидите, как точно и ювелирно вы можете выставлять любое значение. Ну, это, наверное, для перфекционистов. Черные мы тоже с вами подвинем где-то примерно на значение 50, ну вот пусть будет 51. Вот мы, собственно говоря, уже практически проявили наше изображение. И теперь давайте мы, наверное, опустимся сейчас в кривую. В базовые настройки мы еще вернемся чуть позже и сделаем с вами вот что. Мы сделаем более воздушную фотографию. Нижняя точка в кривой называется точка черного, потому что она отвечает за темные области изображений. И, как вы видите, мы точку черного можем осветлить. Таким образом мы делаем фотографию более воздушной. Поэтому давайте мы с вами вот примерно вот на такой уровень опустим нашу кривую. Далее, чтобы ваши действия были наиболее плавными, зажимаете сочетание клавиш Alt и Shift. Теперь ваша точка будет двигаться только по прямой. Влево-вправо вы ее не сможете подвинуть. И мы возвращаем нашу среднюю точку вот примерно на центральный уровень, то есть на ее родное значение. Далее, где-то здесь примерно мы приподнимем в цветах значение. Если вы хотите двигать плавно кривую, отпускайте Shift, удерживайте только Alt, тогда ваша точка будет двигаться вверх-вниз, влево-вправо, но будет показывать более плавное изображение. И точку белого мы слегка опустим где-то, пожалуй, вот на такое, наверное, значение. Так, давайте я, наверное, вот так сделаю более плавный переход. Да, пожалуй, где-то так. У нас получился такой винтажный эффект. Теперь точку слегка правее от точки черного. Вот здесь первый ряд квадратов и примерно мы где-то выбираем где-то второй квадрат, 1/3 на глазок и потянем вот слегка вниз для того, чтобы вот получить. Вот таким образом мы как бы фотографию сделали более воздушной, но при этом и добавили контраст. Вот получился такой интересный эффект, который, собственно говоря, слишком усилил наш контраст. Давайте мы теперь ползунок контраст немножко ослабим. Почему контраст лучше делать при помощи кривой? Ну, во-первых, все ваши ползунки, они вот здесь не могут воздействовать практически на точку черного и точку белого, и возможности кривой практически не ограничены. Вы можете влиять на любой участок. Как узнать, какой участок двигать? Это очень просто. Вот здесь вот слева есть такая пипетка. Вы ее берете, выставляете на любое темное либо светлый объект на вашей фотографии. И как вы видите на кривой у нас появляется точка. Вот. И после того, как вы нажмете, давайте вот, например, вот здесь вот в самых темных местах я нажимаю, у нас фиксируется точка, и теперь дальше при помощи кнопок, про которые я уже говорил, можно непосредственно влиять на это изображение. Вот таким вот образом. Ctrl-Z отменяет ваши действия, и можете таким образом отмотать историю там, на шаг, на два, на сколько вам нужно. Далее, друзья, давайте сделаем фотографию чуть-чуть посветлее, буквально чуть-чуть, на один стоп, наверное. Ну, где-то вот я остановился на значении 1.08, сделал слегка посветлее.
Давайте мы теперь добавим текстурки. Пейзажи любят текстурку, любят резкость. И это будет у нас значение, слишком не будем делать. Вы знаете, когда солнышко светит, оно дает достаточно такие жесткие тени, и поэтому много текстуры не требуется. Если там пасмурно, либо на рассвете, тогда с текстурой можно работать более тщательно, но текстура, она и добавляет такой жесткости и, может быть, добавлять шумов, поэтому особо не злоупотребляйте этим ползунком. И что еще? Давайте добавим чуть-чуть четкости, наверное, где-то на значение 5. Так, пожалуй, я красочность и насыщенность оставлю, наверное, на попозже. Баланс белого меня, в принципе, устраивает, я трогать его на этом изображении не буду. И вы, наверное, заметили, что ваше изображение, с которым мы работаем, немного отличается, а это все потому, что вам-то я передал с кривыми, а сам обрабатываю без кривых. Так, я быстренько тут подкрутил кривые, восстановил историческую справедливость, и теперь наши с вами изображения должны быть более идентичными. Но, наверное, все-таки, наверное, нет, потому что, ну, к сожалению, каждый монитор, он по-разному показывает цвета. И какие бы вы там профили, настройки и калибровки монитора не делали, все равно эта калибровка, она чисто для вас, для вашего восприятия. На других, соответственно, мониторах или телефонах или телевизорах ваше изображение будет отображаться именно так, как настроены те мониторы, телевизоры и телефоны. Итак, тоновую кривую я поправил, теперь предлагаю перейти в панель HSL и поработать с цветами. Давайте мы красный передвинем в сторону оранжевого на десяточку, плюс 10. Оранжевый я на минус 6 убавлю, да, на минус 6, наверное. Вот так будет достаточно. Желтый мы с вами тоже убавим, уведем в сторону оранжевых оттенков. И где-то примерно на минус 7. Далее зеленый. Давайте мы зеленый сделаем похолоднее, чтобы получить вот такой вот интересный нежный эффект. И я подрегулирую. Видите, как меняется? Вот, кстати, за зеленый цвет всегда отвечает и желтый, и зеленый ползунок. Поэтому учитывайте это, когда обрабатываете какую-то зеленку на своих фотографиях. И поставлю я значение здесь, наверное, посильнее, 66. Далее цвет морской волны мы уведем в синий цвет. Сделаем где-то, наверное, посильнее 95. А сам синий, в него добавим немножко цианчика, но прям совершенно капельку, вот минус 5. Далее фиолетовый я уберу где-то примерно на минус 53. Это делать вовсе не обязательно на этом изображении, но я часто развожу эти ползунки для того, чтобы сделать комплементарную пару. Как вы заметили, мы все угоняем в теплые желтые и нежные цвета, зеленый приглушаем, и у нас получается такой легкий teal and orange, да, где холодные синие цвета, они идут в противовес теплым оранжевым оттенком. И теперь поработаем с насыщенностью. Вот теперь мы ее не будем жалеть. Давайте мы насыщенность красного уводим в минус 63, оранжевый минус, пожалуй, 34, желтый мы с вами уберем посильнее. Видите, он влияет у нас и на зеленый цвет, и на желтый, и мы с вами сделаем его где-то минус 70, пожалуй. И как обычно это бывает, воскресный день, записываю видео, и кто-то включил дрель. Ну, в общем-то, нормально. Я надеюсь, что микрофон сдержит основные звуки. Если вы что-то услышите, ну, к сожалению, это не по моей прихоти. И зелененький мы с вами также сделаем менее насыщенным. И давайте сделаем минус 75. И вот теперь фотография моя стала какая-то блеклая. Я, наверное, знаете что? Я, наверное, сейчас вернусь в базовые настройки и слегка подкручу красочность и насыщенность. Красочность у нас отвечает в основном за синие цвета, вот обратите внимание. А насыщенность, смотрите, видите, синий не так, а желтый. Учитывайте это при обработке ваших фотографий. И красочность я сделаю где-то на плюс 30. И насыщенность тоже, конечно же, добавлю.
И, наверное, остановлюсь на значении 15. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Возвращаемся назад в панели HSL. Теперь синий я сделаю слегка потемнее. Ну, прям потемнее, минус 33, наверное. Оранжевый я сделаю чуть-чуть посветлее. Ну, 4-5 будет достаточно. 4 у меня. И слишком насыщенный синий, такой мы оставлять с вами не будем. Насыщенный синего мы с вами сделаем где-то примерно минус 20. Так, цвет морской волны тоже чуть-чуть убавим. Пусть будет минус 6. И в этом случае я фиолетовый и пурпурный просто уберу в минус. Хотя особо здесь их и не видно. Но иногда они, вот знаете, на стволах сосен могут проявляться, вот эти фиолетовые оттенки. Все еще зависит от баланса белого. Так, ну что же. Так, давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Мы, наверное, с вами теперь опустимся немножко ниже и затонируем нашу фотографию. Пока вы видите, у нас она такая холодная. Мы пейзаж будем с вами делать теплый, и вот это достигается уже за счет как раз именно тонирования. Но для начала я, пожалуй, добавлю сюда виньетку. Так, сделаем мы с вами виньетку. Вот здесь мы поставим минус 20 значение. Центр мы полностью уведем влево. Округление мы с вами полностью уберем вправо. Растушевку уберем вправо. И светлые области уберем вправо. И теперь перемещаемся мы с вами в цветокоррекцию. Начнем с теней. Тени мы с вами сделаем холодными, нейтральными. Для этого нам нужен синий цвет. Ну, сразу говорю, он где-то находится в промежутке 220-222. Это такой синий нейтральный цвет. Вот видите, он просто холодный. И при небольших значениях он дает красивые серые тени. И я его сделаю прям чуть-чуть. Это все-таки не город. Буквально пятерочку. 222 и 5. И яркость мы с вами теней тоже немножко опустим. Но я думаю, что где-то на значение 17 будет достаточно. Дальше переходим с вами в средние тона. Давайте мы насыщенность сделаем чуть-чуть побольше и подберем для средних участков какой-нибудь теплый цвет. Такой вот оранжевый. Вот 37, наверное, будет хорошо. Видите, у нас сразу фотография становится такая теплая, достаточно интересная. Насыщенность при этом мы сделаем поменьше, но не совсем мало. Вот значение 35. И теперь давайте покрасим свет. Видите, у нас здесь такой красивый молочный оттенок. Так, переходим в цвета. И такой оттенок красивый желтый, ну, я уже просто чаще его использую на пейзажах, потому что когда прибавляешь насыщенность и начинаешь искать красивый цвет, как бы я ни крутил, я чаще всего заметил, что останавливаюсь на значении 42, если даже не смотрю сюда на эти цифры. Вот. Ну и, конечно же, нам такое сильное значение не нужно, но и слабое не нужно. И поставим мы его где-то, на значение 37. Ну и, друзья, синий на любителя, можете оставить его посильнее, я чуть-чуть еще убавлю, чтобы получить более такое легкое изображение. Мне больше нравится синий, который практически еле-еле заметен. Такое небо я видел, когда был там, и я хочу его повторить. И, пожалуй, вот здесь вот мы чуть-чуть потеплее еще сделаем. Да, вот теперь уже стало более похоже. Итак, в цветокоррекции я светлых добавил насыщенности до 39, а синий убавил на минус 33, было минус 20. Дальше, друзья, давайте мы с вами вот что посмотрим. Вот смотрите, при увеличении вы видите, что у нас здесь есть вот такое вот зерно. И если вы знакомы с бумажной фотографией, то вы, наверное, помните, что когда печатаешь на матовой бумаге, получается вот такая вот легкая шагрень. И я, честно говоря, очень долго искал вот рецептуру вот такого вот зерна, которое было бы и не броское, и не намекало бы, не было бы похоже на шумную фотографию, а именно передавало бы такой внешний вид бумажной матовой фотографии. И я подобрал такое значение. Сейчас я вам его покажу. И мы с вами переходим сюда. Давайте добавим немножко резкости. Пейзажные фотографии, как я уже говорил, любят резкость. И у нас это значение будет... Я обычно ставлю 75. Я вот даже не смотрю на эту фотографию. И теперь нам нужно зерно. Переходим вот сюда в зернистость. Давайте я повышу. В светлых областях зерно всегда заметно
заметно сильнее. Увеличивать вам необходимо на 100. Делаете вот здесь вот масштабирование фотографии 100, и при размере 100%, и при увеличении 100% вы будете, ну, правильнее, что ли, понимать, какую вы накладываете сюда обработку. И вот зернистость, давайте мы значение ставим 10, размер ставим 35, и плавность мы с вами убавляем, делаем на 10. И вот, ну, в моем случае, конечно же, вот мне больше всего понравилось вот именно вот набор вот этих вот значений. И вот объясню почему. Многие используют верхний ползунок, где значение, но на самом деле плавность играет большую роль. Вот обратите внимание, я сейчас плавность уберу, и видите, получаются такие как шлепки. Вот. И тут уже значение само не имеет такой роли, потому что вот именно в плавности содержится именно тот ингредиент, который отвечает за красивое зерно. И это особо не будет бросаться в глаза, но если вы будете эту фотографию смотреть на большом вертикальном мониторе, вы сразу же, конечно же, заметите эту матовость. Ну вот, друзья, собственно говоря, и все. Мы с вами подошли к концу. Конечно же, в эту фотографию можно добавить еще немножко атмосферки. И я об этом рассказывал в отдельном курсе, посвященному плагину Nik Collection. Ссылочка на него будет в описании к этому видео. И, конечно, сюда можно добавить какой-нибудь эффект, например, солнечный свет или эффект Skyline. Конечно же, эффект Ортона. Но мы, собственно говоря, с вами сегодня сделали вот такой замечательный пресет. Сохраняйте его и используйте на подобных фотографиях. Ну вот, друзья, на этом все. Если видео было полезным, поставьте лайк, что-нибудь напишите, подписывайтесь, если не подписаны, чтобы не пропускать новые полезные видео по обработке фотографий. А с вами, как всегда, был Серджо. Желаю вам творческих высот, мира и добра. Всем пока и до новых встреч!